Добрый день, дорогие друзья! Давно к вам не выходила. Вышла вот погулять. И хочу вас поздравить. Мы в знаке Водолея. В знаке Водолея у меня на YouTube-канале. Можете посмотреть видео. Прогноз, астрологический прогноз на 2026 год. И переход в эру Водолея. Мы уже зашли в знак Водолея. Наше солнышко переместилось в этот знак. Поздравляю всех водолеев. Я сама водолей. Ну что, дорогие мои, я хочу сказать, что это удивительная эпоха. Вы знаете, на моем YouTube-канале есть еще видео «Конец Кали-юги» по индийским исчислениям, а также по всем древним знаниям. Исследователь Дев Мизра выяснил, что как раз в прошлом году, в день весеннего равноденствия, закончилась эра Кали-юги. То есть это последняя юга из цикла нисходящего. Мы были в самом низу. И сейчас мы находимся в переходном периоде. Это переходный период, который будет длиться 1200 лет. Но период уже начался восходящий. Понимаете? Мы уже начинаем переходить в новую эпоху Водолея. Видео на тему эра Водолея. Астрологическое и астрономическое значение именно перехода в эру Водолея. Посмотрите обязательно, чтобы понять разницу в астрологическом и астрономическом именно значении эпохи Водолея. Как бы там ни было, мы находимся в переходном периоде. И сейчас вы видите огромные события, невероятные события, которые происходят. Происходит пробуждение коллективного сознания. А это как раз эра Водолея. Пробуждение коллективного сознания. Все больше людей пробуждаются и выходят из матрицы. Понимаете, из 3D-матрицы. То есть, наконец, происходит переход в другое измерение. Этот процесс, конечно, будет медленный. Не так он быстро произойдет. Как я сказала, переходный период займет 1200 лет. Это, конечно, так сказать, условно, грубо говоря. Как бы там ни было, друзья, мы можем уже сейчас ощущать эти изменения. Сейчас на себе, как меняется наша энергетика. Потому что повысилась солнечная активность, повысилась так называемая черной дыры, которая находится в центре нашей галактики. Я рассказываю об этом в видео «Конец Кали-юги», откуда, собственно, идет вся энергия в нашу галактику. И, собственно, согласно древним учениям, именно оттуда идет управление развитием человеческой цивилизации, изменение сознания человека, что связано с тем, что когда повышается радиоактивность, вот именно сейчас происходит очень сильная активация этой активности, как солнечной, так и радиоактивности черной дыры, происходят мутации, и наша ДНК спящая, вот именно эта спящая, да, неактивная ДНК начинает пробуждаться и активироваться. И это как раз вот те самые гены, которые отвечают за изменение сознания, новых сверхспособностей человека. Вы знаете, что человек Золотого века очень отличался от нынешних людей нашего каменного века. Понимаете? Они очень отличались по размерам тела, черепа, уровню сознания. У них было сознание души, а не эго, как у нас сейчас. Естественно, у них был другой уровень технологий, который был не на машинном уровне, как сейчас, а на более высоком уровне. То есть они могли управлять технологиями с помощью своего сознания.
Естественно, хотелось бы обратить внимание на медицину, потому что современная медицина на уровне также у нас каменного века, то есть она лечит наш организм как машину, то есть где-то что-то сломалось, они там чинят, а не как холистический организм, то есть который состоит из тонких тел, который состоит из души и так далее, понимаете? То есть любая болезнь начинается именно на духовном уровне. Медицина этого не учитывает и вообще с душой не работает, так же, как и психология современная. Поэтому, друзья, чувствуйте на себе изменения в ваших вибрациях. Обращайте внимание на свои эмоции, на свои ощущения, состояния. Очень много знаков в виде цифр. Тоже обращайте внимание на это. И других знаков. Сколько много знаков и в каком виде, абсолютно в любой форме, и как человек, или как какое-то любое явление, совпадение. Вы можете это просто ощущать на телепатическом и уровне своей интуиции, понимаете? Потому что вот сейчас тоже будет повышаться уровень интуиции. Поэтому обращайте внимание и ищите смысл в этом. Понимаете, не просто так, никаких случайностей не происходит в жизни. Ищите во всем смысл. И какие-то повторяющиеся события, возможно. Почему они повторяются? Что это за события? Обратите внимание. А что это может быть? Что это может означать? Возможно, это какой-то вам нужно урок пройти. Понимаете? Обратить внимание. Также работайте со своими чакрами, друзья, потому что чакры — это как раз все энергетические центры, которые, собственно, и реагируют на всю изменяющуюся энергетику. Все чакры имеют большое значение. И пока вы не проработаете нижние чакры, вы не можете перейти к более высоким чакрам. А их нужно обязательно раскрывать, особенно сердечную чакру. Нужно раскрывать, работайте над своей сердечной чакрой. Старайтесь ощущать состояние любви. Легче всего, наверное, к природе. Любование природой и благодарность за такой прекрасный день, за такой красивый чистый снег, за красивые деревья, за природу, за пение птиц, за небо голубое, солнце, закат красивый. Ощущайте вот это состояние благодарности и любви. Это очень раскрывает сердечную вашу чакру. Кроме того, чувство ощущения изобилия — это тоже благодарность за то, что